Всем привет, меня зовут Денис, и я рад вас приветствовать на канале Вкусно Просто Быстро. Сегодня я хочу предложить вам приготовить невероятно вкусный торт с бархатным кремом, пропитанным в кофе печеньем и насыщенной шоколадной глазурью. Этот рецепт лучший вариант для любителей шоколадных тортов. Никакой возни с тестом, только простота и потрясающий вкус. Ингредиенты рассчитаны на торт длиной 21 см, шириной 16 см, высотой 6 см и весом 1 кг 700 г. Давайте приготовим. Для начала приготовим нежную заварную основу. В сотейнике смешайте 160 г сахара и 60 г кукурузного крахмала. Добавьте 2 яйца и перемешайте венчиком до однородности. Теперь вливаем 500 мл топленого молока. Оно придаст крему глубокий сливочный вкус с приятной молочной сладостью. Перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились. Ставим сотейник на плиту. Важно от него не отходить, так как заварная основа быстро густеет. Постоянно помешивайте лопаткой, следя за тем, чтобы масса не прилипала к дну. Как только заварная основа начнет загустевать и прилипать к лопатке, замените ее на венчик. Когда заварная основа станет достаточно густой и начнет кипеть, проварите ее еще минуту на низкой мощности, продолжая мешать. Затем снимите с огня и переложите в чистую чашку. Чтобы заварная основа не заветрилась, накройте ее пищевой пленкой в контакт и дайте остыть до комнатной температуры. Важно, чтобы сливочное масло и заварная основа были одной температуры, тогда крем не будет расслаиваться. Подготовим масляную смесь. Возьмем 200 грамм сливочного масла комнатной температуры. Масло должно быть мягким, но не растопленным. Взбейте его миксером с 15 граммами ванильного сахара до пышности. Масса посветлеет и станет нежной. Когда заварная основа остынет, она станет плотной, поэтому хорошо взобьем ее миксером, чтобы она стала нежной и воздушной. Далее соединяем крем со взбитым маслом. Крем добавляем в несколько этапов. Количество раз зависит от степени его густоты. После каждого добавления взбивайте массу до однородности. В результате должен получиться пышный, легкий крем с восхитительным ароматом. Отложите 70-80 грамм крема для маски краев. Это придаст торту аккуратный вид. Далее приготовим кофе для пропитки печенья. 2 чайные ложки кофе заварите в 150 мл кипятка. Добавьте 2 чайные ложки сахара, хорошо перемешайте и оставьте остывать. Пропитка должна быть теплой, но не горячей. Так печенье пропитается идеально, оставаясь в меру мягким. Все готово для сборки. Быстро обмакните печенье в остывший кофе с обеих сторон. Долго держать печенье в пропитке не стоит. Дайте лишней жидкости стечь. Выкладывайте печенье на плоскую тарелку или блюдо в 2 ряда по 4 штуки. Первый и пятый слои полностью закрываем печеньем, а остальные слои выкладываем в шахматном порядке. Разделите крем на 5 одинаковых частей. У меня вышло по 175 грамм на каждый. Теперь аккуратно распределите крем по поверхности печенья. Равномерно его разровняйте. На втором, третьем и четвертом слоях сначала заполняйте места, где нет печенья, и только потом покрывайте равномерным слоем всю поверхность. Оберните торт ацетатной пленкой и хорошо закрепите его формой, чтобы пленка плотно прилегала к торту, и накройте пищевой пленкой. Берите в холодильник на ночь. Пора добавить завершающий штрих. Нарежьте 50 грамм сливочного масла небольшими кусочками. Добавьте 100 грамм шоколада с содержанием какао 50%, 50 мл топленого молока. Растопите, но не доводите до кипения. Смесь в микроволновке 2 подходами по 30 секунд. Далее перемешайте все венчиком. Глазурь должна стать гладкой и блестящей. Равномерно распределите глазурь по поверхности торта. И, наклоняя торт из стороны в сторону, разровняйте глазурь, при этом крепко придерживая форму, чтобы глазурь не стекала с верхушки торта. Убираем торт в холодильник на 30 минут. Далее приступаем к украшению боков торта. Обмажем его заранее отложенным кремом. Аккуратно разровняем поверхность с помощью лопатки или ножа. Затем возьмем 50 грамм печенья и измельчим его до состояния чуть крупнее кристаллов соли. Получившейся крошкой равномерно обсыпаем бока торта, прижимая ее к крему для надежной фиксации. Вот и все, ваш потрясающий торт готов. Друзья, если вам понравился рецепт, буду рад вашей поддержке. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Ваша активность вдохновляет на создание нового контента и помогает развитию канала. Этот торт – настоящее наслаждение в каждом кусочке. Он идеально подходит как для уютных вечеров, так и для торжественных встреч. Попробуйте приготовить его сами и влюбитесь в этот вкус. Готовьте с удовольствием. Спасибо за просмотр, желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.